Заходи, мой хороший. Но, как говорится, не прошло и сколько? 2 года, 3, 2. Когда ролик-то последний с обзором студии выходил, я уж и не помню. Короче, всем здрасте, ребят, всем привет. С вами, как всегда, я, Леха. И вы вот как-то меня просили, говорит, Лех, сними апгрейд. Вот это постоянные вопросы. Какие у тебя сейчас девайсы? Какие мониторы? Чего нового? Где ты стримишь? Подарки, не подарки? Короче, вот это все покажи. Ну, давайте, я как бы и не против. Ребят, всем огромное спасибо, кто меня смотрит, кто поддерживает, кто на протяжении долгих лет остался со мной или уходит и приходит, неважно. И поэтому сегодня я вам раскрою небольшую тайну, секретики маленькие расскажу по тому, как я стримлю, где я стримлю. Может быть, кто-то не видел предыдущий ролик, ссылочку на него тоже оставил внизу в описании. Можете сравнить и посмотреть, что нового в моей студии по всяким мелочам. В общем, сейчас буду все рассказывать. Короче, начнем мы прямо вот с этой зоны. Как вы помните, в предыдущий раз, когда вы ко мне приходили в гости, здесь были обычные вешалки. Но как года идут, как говорится, канал-то расширяется, да? Вот. Шкаф себе прикупил. Шкаф прикупил, дверцы снял. Не любитель этих вот этих дверей, всего остального. Объясню почему. Потому что иногда на стримах хочется между стримами, у меня бывает по 2, по 3 стрима, вы сами знаете, быстренько перекинуть одежду, поэтому я решил сделать следующим образом. Убрать просто все дверцы, обычные вешалки, и просто берешь любую вещь и одеваешь. Это занимает меньшее количество времени и создает меньше шума на трансляции. По вещам, что хочу сказать. В тот раз я акцентировал внимание на вещах, связанных с мерчем, с подарочными шмотками. Опять же, время прошло, вещей прибавилось, да, конечно. Ребят, долго про шматье говорить не буду. Что, где, как. Есть целый ролик на канале Hardplay по моде, по стилю, как я изменил гардероб, что изменилось. Также ссылку оставлю внизу в описании. Просто напишу мода, стиль там или что-нибудь типа такого. Найдете, посмотрите. Кстати, очень интересные вещи рассказывают люди, которые шарят со шматье, как недорого и довольно круто одеваться. И даже где рассказывают это. Можно купить и приобрести. Итак, в общем, вот эта вот зона входа. Я здесь пришел, оделся, переоделся. Ну и как всегда у нас студия поделена на 4 части. Рабочая, чил, покушать, перекусить, приготовить, разогреть, погреть. Ну и, соответственно, это VR, которого, в общем-то, давно не было. Да, кстати, надо бы его вернуть. Соскучился по VR-чику там. Значит, что изменилось в рабочем месте? Давайте я вам покажу. Апгрейдов на самом деле очень много. Немного поработали со светом. Почему? Потому что, как вы помните, здесь стоял софтбокс. Софтбокс стоял в углу, был повернут в потолок. Это вообще как бы свет неправильный, это шляпа, но так как я не переношу прямого света вообще никак, потому что в свое время от iPhone 4 Plus убивал себе глаза, поэтому прямой свет для меня это вообще табу. Но как бороться с вот этими тенями, со всякими вот этими тонкими моментами во время стрима, потому что если плохое освещение, то качество тоже теряется. Решили сделать проще. Докупил я эльгатовскую такую штучку. Сам покупал, не по бартеру. Очень крутая вещь, работает с телефона. То есть просто заходишь в приложуху, 2 секунды, эта вся карусель включается. То есть просто я нажимаю кнопочку, здесь же регулирую яркость. В общем, все, что мне необходимо, вот как-то вот так вот оно происходит. Очень удобно, очень круто, потому что очень мобильно. Не надо никуда вставать, подниматься. То есть, если я вижу, что надо немножечко поярче, я просто беру и эту штучку делаю ярче. Поэтому крутая вещь, крутая тема. Что касаемо рабочего места. Здесь произошли кардинальные изменения. В общем-то, все, что можно. Начиная от цвета, кончая всем остальным. Сразу хочу сказать, не обращайте внимания на свет, который стоит вот там. Его на стримах нет. Это только для съемок мы выставили, потому что все-таки продакшн наш Hard Pro расширяется. Докупили вот такие вот лампы освещения, и теперь можно прям в световой ванне купаться. Прям вот это вот все красиво. Во время съемок нам очень это пригодится, потому что скоро будем снимать кухню, новогоднюю кухню, готовку, все остальное. То есть перешли уже на такой более высокий уровень. Я думаю, вам понравится. Итак, значит, что у нас происходит на рабочем месте?
Мы добавили вот такой небольшой контурный, по-моему, свет он называется. Немножечко этот цвет подсвечивает меня сзади, и тень просто пропадает. Также хочу заметить, что вот такая лампочка, в общем-то, неказистая, кладется у меня сзади, потому что многие спрашивали: Лех, как сделал, где, зачем и почему. Расскажу, объясню, покажу. Ничего тоже замысловатого нет. Правильная температура света выставлена, правильная яркость света, ну и, соответственно, цветовая гамма. Я, допустим, себе подобрал следующую световую гамму. Это вот такую. То есть такой, как он, неоновый свет получается. Просто вот так вот сзади, ребят, кладу. И вот здесь тут все так красивенько, синеньким таким немножечко подсвечивается. Мне очень нравится, очень практично, просто, и лампа, в принципе, неубиваемая. Так что работаем, как говорится, база, да, кормит. Самое важное, наверное, что есть в моем сетапе, как бы это смешно ни звучало, говорил об этом ведь неоднократно на стримах, это игровое кресло, то место, в котором я нахожусь наибольшее количество времени. Стул, кресло, как хотите называйте, кто-то называет креслом, кто-то стулом. Фирма Razer. Как вы знаете, я был довольно долгое время амбассадором Razer, это свыше года, остались с ребятами в очень теплых отношениях, передаю привет им огромный. И если, в общем-то, не вот эта вот вся обстановка, то продолжили бы дальнейшее сотрудничество. Чем оно выделяется? Чем оно такое крутое? Почему вот классно, здорово? Это что, Лех, получается Cougar кресло говно? Нет. Cougar, наверное, именно вот который у меня было Tron, можете опять же в предыдущем ролике посмотреть. И это кресло на сегодняшний день, я считаю, самое лучшее из того, что есть. По крайней мере, из того, вот на чем я сидел. Причем, чтобы вы понимали, я гонял и на разные мероприятия, еще куда-то. То есть везде на разных мероприятиях разные вот эти вот игровые кресла ставятся. Для меня самое удобное. На что нужно обратить внимание? В нем нет каких-то неоновых подсветок, в нем нет всякой разной херни, которой, в принципе, она только мешает. Да, это создает определенную красоту, но это лишнее. То есть, когда долго стримишь, начинает вот это все напрягать. Что здесь круто? Реально круто сделано. Разработчикам кресел обратите внимание. Здесь есть нерегулируемая опора спины. Сделана она настолько грамотно, что как бы ты ни сел, то есть, видишь, здесь небольшая выемка, ты садишься как, похоже, ковш от Мерса, знаете, такие ковши от спортивных Мерседесов. Ты садишься, и прям у тебя спина, она бам, у тебя прям она ровненько туда проваливается. Я стримлю, бывает, по 7, по 8, по 10, 15 часов я недавно стримил, и для меня это крайне важно. И, как показала практика, наверное, на сегодняшний день здесь опора немного получше, чем у Cougar. То есть она сделала более грамотно. И я считаю то, что ничего лишнего, никаких изысков, также оно откидывается, не откидывается. Короче, ну, обычное игровое кресло. Очень интересная политика у Razer, знаете, что самое интересное, вот здесь вот внизу, если мы отойдем немножечко, у них вон там такая есть интересная надпись. For gamers by gamers. От геймеров для геймеров. То есть люди, которые это делали, они понимают, что нужно тем ребятам, которые огромное количество времени проводят за компом. И, в принципе, эта надпись себя полностью оправдывает, потому что реально очень удобно, очень круто. Ни единого скрипа, ни единых нареканий, а ведь я уже на нем год плюс. Нон-стопом, то есть, как вы понимаете, каждый день. Поэтому вот за это вот огромный плюс. Значит, что есть еще? Не так давно мне подогнали такую интересную вещь, я ее, пожалуй, достану. Подставочка для ног. Я не знаю, это какое-то извратство. Поначалу мне, по крайней мере, показалось, но это реально удобно. То есть ты ноженьки ставишь, знаете, как табуреточку от подножки подкидываешь, и где-то фильм мы смотрим, где-то такой на расслабоне какой-то момент. Полностью сменился сетап девайсов. То, о чем вы постоянно спрашиваете: Лех, на чем играешь, где, зачем, почему, как ты ставишь такие божественные хедшоты и просто божишь в наших замечательных играх типа Counter-Strike. Я вам расскажу. Итак, у меня полный сейчас сетап девайсов от компании Razer по одной причине. Очень скептически поначалу я к ним отнесся. Очень скептически, потому что я всегда говорю как то, что если на чем я играю, стоит ли это своих денег, насколько качественно сделаны девайсы, насколько долго они служат и вообще стоят ли они свое. Итак, давайте начнем, ребят. Вот мышка. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, мышка называется Razer
Viper, там какая-то, что-то типа такого, по-моему, Viper. Ну, я ее называю вайперовская, типа самое простое название, как ее очень просто найти. Для меня Logitech Pro и вот эта мышка — это одна из самых-самых-самых лучших мышек. Никогда не смотрите, кто бы вам, какой блогер, что ни говорил, что эта мышка, она такая божественная. Любая мышка для геймеров выбирается строго под руку. Руки у нас у всех разные, хваты мышки разные, у кого-то такая, у кого-то такой хват, то есть более горизонтальный, кто-то держит мышку так, кто-то так, кто-то так. Кто как хочет, так и, да, сами знаете, дротит. Поэтому мое личное мнение, первое, на что я обратил внимание, так как стрим очень долгий, как часто ее нужно заряжать, так как мышка беспроводная, 30 часов идеально. Год, ровно 30 часов эта мышка держит зарядку стабильно по 30 часов. То есть ни больше, ни меньше, вот прям она вот свое отрабатывает. Также хочу обратить внимание на наушники. Наушники это коллаборация, по-моему, Black Shark. То есть они вообще, по идее, должны быть черные, но мне подогнали в свое время с R6, то есть с Rainbow Six Siege. Игра была у них такой коллаба, беленькие, мне понравились. Я говорю, пацаны, блин, подгоните мне не черные, а белые наушники. Очень прикольно тоже смотрится. Звук. За звук говорить могу очень долго. Я не звукач, у меня нет какого-то супер образования, но на сегодняшний день в плане игр, кто в игры шарит, там в онлайн игры, типа КС-ки, там каких-то шутанов, PUBG, еще чего-то, идеальнейшим образом ты слышишь все вот эти мельчайшие шорохи, шаги. И звук, он, знаете, такой, он очень четкий, он очень яркий. Можно ли купить за эти бабки наушники для прослушивания музыки, фильмов более качественные? Я рынок сейчас не мониторил, цены не знаю, я уверен, что что-то есть. В комментариях напишите, кто по звуку шарит. На сегодняшний день из игровых девайсов, как я считаю, по крайней мере, путем долгого теста, да, уже свыше, наверное, даже года, у нас я выделил вот эти наушники и Logitech G Pro. Я считаю то, что лучшее сочетание цены, качества, звук на высоте. Но, что я хочу подчеркнуть. Вот от этих ушей, именно при долгом стриминге, это свыше 8 часов, они легче. Они реально очень легкие, и они вообще на голове не чувствуются. Вот в этом есть кайф. В свое время, по-моему, Кракен были наушники, да, если я не ошибаюсь, кракеновские, Леха подсказывает за кадром. Кракены, они давили на голову. Вот эти уши шикарно сидят, и я просто кайфую, неплохо смотрится в кадре, поэтому на сегодняшний день это мой выбор. По поводу ковра, это вообще отдельная история, он прорезиненный. Я сначала подумал, что вот эта вот резиночка, она служит, знаете, больше для чего? Для того, чтобы типа ковер не ерзал, не ползал и так далее. Нет, у него есть еще одна очень хорошая такая вещь. Он только сверху, видите, у него поверхность вот эта вот такая, как тряпичная. Так он выполнен весь из резины. Совсем недавно, вы помните, да, на стриме я бахнул целый стакан. То есть потянулся, здесь что-то задел, у меня упал стакан, просто вот так вот все залит. Ковер был залит вот ровно вот настолько. Прекрасно все отмылось, прям просто под струей воды, прям чик-чик-чик протер тряпочкой, как вы видите, вообще ему хоть бы хны. Поэтому такой краш-тест он прошел, наверное, неплохо он себя здесь показал. Поэтому тоже советую, рекомендую. Хотя аналогов огромное количество за меньшие деньги. Поэтому можете подобрать что-то попроще. Клавиатура, ребят. Перешел на проводную клавиатуру. По какой причине я это сделал? Честно говоря, не знаю. Захотелось мне потестить новые клавы, и логитековская моя клавиатура полностью сдохла. Вы помните, что у меня там была за косарь 500. По какой причине? Потому что была бембранка и очень тихий ход клавиш был. Очень удобная такая, она мне в принципе подо все подходила. Потом, значит, расчехлил я коробку, также Razer в свое время подгоняли ребята, долго она очень ждала своего часа, и вот совсем недавно, наверное, месяц назад, может быть 2 месяца, я подрубил эту клаву. Клава проводная, в принципе, провод не мешает, потому что она всегда лежит на статике. Вот этот прикол я не понимаю, зачем. Зачем просто тупо отсоединяется вот эта часть, может быть, кто-то в комментариях напишет, но рука лежит очень удобно. То есть здесь это есть, это не добавить, не прибавить. Очень важна мне была вот эта вот ролик, то есть потише, погромче звук на стриме сделать, чтобы никуда не лезть. Можно это делать там, я знаю, то, что звуковыми картами, звуковым оборудованием. Мне, допустим, удобнее делать это с клавиатуры.
По поводу тихоходности клавиш. Вот именно клавиатура Ornata V2 имеет свойства очень интересные. То есть там сочетается механика, это механическая клавиатура, чего я категорически всегда был табу. Прям вот я их сторонился. Она механика, но при этом с очень тихим ходом. То есть звуки клавиш вы на стриме не слышите. И, в принципе, я думаю, что если кто-то дома сидит ночью или рядом спит там близкие люди, там, может быть, ребенок спит, брат, сестра, еще кто-то, мешать она не будет. Очень неплохо себя эта клава показала и зарекомендовала. Поэтому тоже ее могу порекомендовать. Стандартный девайс, который тоже вы частенько можете видеть на стримах. В последнее время почему-то не юзаю. Не знаю почему, наверное, потому что те наушники как-то, ну, мне их хватает. Хаммерхеды. Хаммерхеды. Меня спрашивали на стриме, обещал ответить на видосе. Хаммерхеды брать прошные или обычные, я не знаю, ребят. Не вижу смысла, если честно, особо в прошках. То есть, если есть возможность, возьмите обычные и не пожалеете. Шикарные уши, в них сидят очень многие киберспортсмены, как используют как вторые наушники. То есть одевают их, видели, да, зеленые проводочки, и поверх уже одевают основные, вот эти большие кругляшки, блинчики, да. Шикарный звук, идеальное качество, опять же, шаги, все остальное. То есть чисто как вот под игры. Очень хочу порекомендовать, очень крутая тема. В общем-то, и музыку слушать тоже очень приятно. Хотя, опять же, для музыки, я думаю, что есть что-то поинтереснее и получше. Не шарю, не рублю, поэтому порекомендовать и сказать, что вот лучше или хуже, не могу. Могу сказать четко за эту модель. Это классно, это круто, это здорово. Итак, ребят, решил оставить я TLM 103. Почему? Потому что, ну, как-то я больше к нему привык. Он захватывает звуки, которые мне нужны, и что не нужно, не захватывает. Но это путем, опять же, настроек всяких компрессоров, всего остального, там, это т.д. и т.п. Звуковую карту не менял. Также осталась Babyface RME, по-моему, она так и называется, Babyface Pro, вот она как, точное название. Хочу заметить, то, что когда перейдем к подарочкам, туда вот назад, у меня недавно было день рождения, 35 лет, хотел бы в этом видеоролике тоже отдельно зацепить какие-то изменения в студии. Подарили ребята там картины, разные другие приколюхи, поэтому там же и покажу новый микрофон, который также мне мои ребята подарили. Это подарили мне мои сотрудники. Это шуровский микрофон, не помню точное название, туда поближе подойдем, более точно скажу. Не так часто, но залетают вопросы: Леха, что за апгрейд с мониторами? Ребят, я себе купил деловские мониторы, Alienware называются, там найдете в интернете, там такой инопланетянин у них нарисован. Вот, два таких моника купил, здесь немножко яркость я подоубавил. Если сильно не углубляться в технические характеристики, это моники с повышенной герцовкой, там 240 Гц. Шикарно себя показывают на стримах, тоже прям работают как часы. Откуда узнал про них или кто-то подогнал? Нет, взял, просто купил, увидел на стриме, по-моему, у Рекрентыча. Рекренту здорово, хоть меня, наверное, и не знает. Вот, зашел к нему, что-то посмотрел, понравились мониторы, тоже белого цвета, с хорошей производительностью. Решил купить, взял, купил. Поэтому как-то так. На что еще обратить здесь внимание? Изменился стол. Это вообще просто бич студии моей, над которой я долго плакал. Потому что вот маленький стол, это прям вот как маленький стол, да, как маленький стол. Вот, сейчас все намного приятнее, он удлинился туда, он удлинился вширь, спокойно стоит второй монитор, надо положить кипарь, там поставить какое-то оборудование, еще что-то. Короче, его хватает за глаза. Вырез я также оставил, была возможность убирать, нишу я эту оставил, потому что уже просто привык. Очень удобно, хочу сказать то, что если тогда я сомневался, крышка стола тогда была только-только у Generic Комфорта, только она пришла, я не знал, я сомневался. Здесь сейчас я уже даже не вижу себя, когда что-то упирается в грудь. То есть, ну, вот это выем, он просто уже must have, поэтому привык, может быть. Очень удобно, очень классно, очень здорово. Звуковое и оборудование тоже пока что не менял. В общем-то, осталось все то же самое, хотя хотел бы что-то поменять, потому что уверен, что какие-нибудь уже апгрейды есть. Хочу здесь обратить внимание на одну вещь. Я на стримах редко об этом говорил, редко показывал. Очень долгое время мы дружим с Red Bull. Это вы об этом прекрасно знаете. Это такие чисто дружеские, некоммерческие отношения. Там где-то на мероприятиях приходим, где-то еще что-то. То есть такая сложилась уже годами
дружба, да, с ребятами. Короче, у Red Bull все вот эти холодосы, где хранятся напитки, они все яркие, сочные такие, знаете, прям вау, о боже мой. Ребята с русского офиса Red Bull выбили тему и сделали единственный в мире Red Bull'овский холодильник, я имею в виду официальный, а не когда там сам клеишь. С дизайном очень интересным, это по рубрике Stay Alone. Здесь ребята потрудились на славу. Здесь они взяли, короче, сделали такие тонкие отсылки к игре Stalker, написали рубрику Stay Alone, нарисовали очень крутой арт. Также этот холодильник, ребят, стал менее шумным. Очень хорошая тоже тема, потому что стоит он довольно близко и рядышком. Не помню, вот была или не была стойка, вот эта вот легионовская, тоже Red Bull сделали подгон. По-моему, была. Да, так что, в общем-то, вот оно и все мое рабочее место. Что здесь изменилось сзади на стойках? В общем-то, наверное, и ничего. То есть все так же осталось. Сделали вот так вот немножечко зеленушечки добавили. Здесь добавились разные приколюхи, такие стримерские, местные, локальные. Вот ребята не так давно, было у меня 35 лет, подарили, не помню, они в комментариях напишут, как ее с этого, с World of этот, Warcraft. Вот, ой, очень красивый, мне она очень нравится, господи, дай бог здоровья тем, кто подарили ребятам, да. Вот, и Илидана подарили, но это вообще прям отдельная тема для разговора. Стоит у меня здесь, теперь занял свое вечное, бесконечное, так что он здесь теперь охраняет мои покои. Что касаемо видео, то есть это то, что вы видите на стриме, как, что, зачем и почему. Вот эта камера, на которой снимают, называется Sony FX3. Там есть свои обвесы, приколы, короче, такая бандура, вот сейчас оператор в руках держит. Это профессиональные кинокамеры, то есть на них уже снимают что-то очень серьезное. Мы свои ролики там куда-то ездим, снимаем. Качество картинки, конечно, я думаю, вы оценили и можете видеть. Ну а камера для стримов, ребят, также обновлена. И это у нас Sony Mark IV A7. Ну там у нее есть какое-то более большое название, но и так в интернете найдете. Камеру также взяли фирмы Sony, потому что очень удобно с ними работать. Нам все нравится, нас все устраивает. Также она частенько задействуется где-то на съемках. То есть она не только работает как стримерская камера. Очень удобная вещь там для бэкстейджа, для всего остального. Пойдем дальше. Полка. Ты будешь смеяться, вот тут насколько вот я все-таки в студии, можно сказать, живу, да, вместе с вами, большую часть своей жизни провожу. Полочку я сделал пониже, то есть заказали полку. Почему? Потому что каждый раз на эти мелочи, чем больше стримишь, чем больше в помещении находишься, начинаешь обращать внимание. То есть вот прикиньте, я сижу, да, стримлю, и у меня постоянно взгляд упирается вот в эту полку, то есть знаете, как в стену. Я ее убрал. В результате разгрузилось пространство. Здесь вот хочу добавить цветочки. Я думаю, в ближайшее время что-нибудь какие-нибудь докупим. И сделать такую небольшую зеленую зону перед глазами. Очень хорошая тема, потому что, ну, топчик на самом деле. Также с окон убрались вот эти вот занавески. Тоже такая тема, которая на голову немного давит, потому что сидишь как в коробке. Вот эти жалюзи, я не знаю, как их правильно назвать, короче, будут жалюзи. Светонепроницаемые, очень удобные. Хотел сделать автоматически, но, если честно, такая дрочь, шум лишний, это не нужно. Взял, открыл, вечером стримишь, боже, блаженство, взгляд постоянно у тебя куда-то смотрит, то есть не упирается вот в эту ширму. Очень крутая вещь, я бы сказал, такая, знаете, более психологическая. Итак, что здесь поменялось? Здесь у нас, в принципе, ничего не поменялось, добавились, наверное, цветочки. Плойка пятая как стояла, так и стоит, моя любимая подушечка. Да, плойки не было, вот ты не видел, я наклянчил. Помнишь, я тогда клянчил плойку? Сейчас Леха вставит фрагмент. Я вам написал в официальную группу, где мой PC5. Вот, видел? Не зря клянчил. Ребята прислали все-таки мне плоечку пятую, одному из первых в России. Очень приятно, там с дисководами, там это все вот это дела. Это отдельная история. Вот это скоро увидите в мерче. Я не знаю, как так сложилось. Я не знаю, как так получилось. Я хотел сделать именно, знаете, подушки удобные. Форма морковки, она имеет свой кайф. Каждый любит по-разному лежать, то есть там кто-то шею повыше кладет, пониже. Короче, она настолько вот удобная, я на нее, короче, ложусь и просто, знаешь, она впитывает. Тот, кто ее купит, скоро будет в продаже на hardplaystyle.ru.
вот эти вещи. Поверьте, вы поймете, к чему я говорю. Очень крутая вещь. Сделали также большую молнию, то есть на всю бочину очень удобно стирать, не синтетика, так что, ну, вещь очень достойная. Вот сколько уже на ней сплю, видите, она уже такую форму меня приобрела. Вот, ну и несколько стирок пережила, все четко, все круто, так что тоже пользуйтесь. Значит, что вот это такое? Многие, наверное, не знают. Это мне подогнали какие-то там травы, типа если рядом спишь, то насморк пропадает, еще что-то. Короче, какая-то штука с Крыма ребята подогнали. Так что вот у меня теперь вот здесь вот в изголовье лежит. Иногда вот почилишь, знаешь, сразу плюс 200 к ловкости, 300 к выносливости. Что еще появилось? Появились рыбки. Я не знаю, как они появились. По-моему, я дома... дома у меня было 2 аквариума. И один из аквариумов оказался как-то он неуместен и особо ненужным. То есть я чуть меньше стал в том помещении находиться и решил просто взять и перевести рыбок сюда. Поэтому теперь вот такие вот маленькие неказистые друзья у меня живут. Кормлю их, пою. Вот, очень люблю, тут всякие им тут штучки, тут разные корма покупаю. Вот, очень, так, знаете, вот лежишь на диванчике, приятно посмотреть на этих друзей. Вон они, видишь? Ручные, да, приучил. У каждого имя есть, не буду говорить какое. Что здесь добавилось? По-моему, все так же. Картина, это подарок от подписчиков. Ну и вообще, наверное, давай перейдем уже к подаркам. Да? То, что все люди любят, все, что мне задарили на 35 лет. Опа! Вот, пожалуйста. Тоже подарок от подписчиков. Это кролик. Тихон Алексеевич. Вот, живет у меня в студии. Сидит, не дышит. Делает вид, что он не при делах. Так что вот такой вот у меня дружок появился. Бегает тоже по студии, выпускаю. Чилит, отдыхает, как сыр в масле катается. Да, так что радость, счастье нам приносит. И очень хороший антистресс, кстати. Такой, знаешь, тоже сидишь и залипаешь в него. По подаркам, ребят, что здесь надарили, подарили. Шлем шоевский просто здесь стоит, потому что очень жду мотосезона. И куплен новый мотоцикл, как вы знаете, подарок, да, от ГОСТа, от моего подписчика, поэтому такое тонкое напоминание о том, что лето-то оно сейчас быстро придет, весна, вот это все дела, так что решил его здесь оставить на ПМЖ, пусть стоит. Куча подарков, ребят, давайте просто, наверное, покажем. Надарили кучу книг, подарили игру в Гвинт, вот с ребятами хотели зарубиться прям в прямом эфире стрим по этой игре сделать. Подарили ребята картину, это тонкая такая отсылочка или не очень тонкая к игре, ну вы знаете какой. Вот эту даму, ее грех не узнать, напишите тоже в комментариях, как вам вообще игрушка и проходили ли ее. Значит, вот это не помню, было, не было, подарили энциклопедию, кстати, никак до малого она не доедет. Это энциклопедия Олимпа, все зимние виды спорта, так как малой занимается, очень хороший подарок. Он для меня, но подарю ему, пусть там посмотрит всякие картиночки, все остальное. Это тоже от подписоты. Ну и, само собой, как обладателю как бы самого большого этого, да, ну, ребята тоже вот сделали подгончик. Так что, как говорится, да. Очень мне нравится вот здесь на переплете, если вот обратите внимание, видите? В общем-то, да. У кого, ребят, также лайк не забудьте влепить на этот видеоролик, потому что, ну, я думаю, что все, кто смотрит канал Hardplay, не то что смотрит, а просто подписан, и у кого в уведомлениях стоит колокольчик, ну, на утро проснулся, колокольчик, когда прожимаешь, там, ну, ты понял. Вот, короче, как-то так. Значит, что еще подарили? Подарили вот такие вот, вот такую вот штучку, очень мне нравится. Это тоже подписчик сделал, огромное тебе спасибо, дружище. Осталось в студии, как и обещал, будем обязательно пользоваться. Это был подарок от Вазда. Кодзима гений называется книга, здесь про игры, где он принимал участие, что он делал, в каких проектах он вообще принимал участие. В общем, очень интересная книжка, никак до нее не доберусь, блин. Начал читать и нет времени дочитать.
Вот хочется. Обязательно доберусь. Кстати, можно даже сделать какой-нибудь стрим по чтению. То есть я думаю, что очень интересная вещь. Просто где-нибудь у камина залипнуть, я бы вам почитал эту книгу, ну и сам бы очень много нового, я думаю, узнал. Если идея такая у вас, ребят, заходит, ну давайте 10 тысяч лайков наберем, сделаем такой вот небольшой атмосферный вечерний стрим, под который можно очень круто заснуть. Кстати, напоминаю, ребят, чтобы не пропускать вообще все наши стримы, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Hard Insight, в котором вы найдете все оповещения о стримах, рекламы там нет. В общем-то, все свежие новости, всякие приколы там время от времени я закидываю. В общем, тоже поднимет вам настроение. Что еще? Что еще? По картинам не помню, что было, что не было. Появился кулер. Кулер очень хорошая вещь, потому что я забыл про чайник. Вот эта тема с чайником, вот это стоишь, ждешь. Вот это стоишь такой, блядь. С кулером все проще. Взял заварочный чайничек, намутил себе чайковского, вот. Взял просто раз, кипяточку добавил, все в кайф, все круто, все четко. Поэтому крутяк. Кофемашина, по-моему, была. Больше стал следить за здоровьем. Сами знаете, ребят, немножко я сейчас занялся здоровьем, да, кто стримы смотрит. Вот, стал пить натуральный сок. И это, по-моему, блендер, тоже что-то здесь делаем. Там разные приколюшки, штучки. Ну и, наверное, здесь больше особо ничего и не поменялось. То есть кондей остался, все осталось. Полочки все те же самые. Все, в общем-то, вот как-то вот так. Поэтому как-то так. Ну и самое главное, к чему хотел бы перейти, это компьютер. На чем стримишь? Вот это вот, кто досмотрел ролик до конца, я думаю, что вот вы все сейчас узнаете. На чем стримишь, какое железо, какие комплектующие, все остальное, давайте разбираться. Итак, комп мне подогнали и собрали ребята с Регарда. Если быть точнее, то компания Regard его заапгрейдила и сделала очень грамотно. Комплектующие, кстати, ребята, следующие. Начинка моего зверя, проапгрейженного зверя от компании Regard. Корпус Cooler Master H500. Блок питания 1250 Cooler Master Gold. Жесткий диск 6 терабайт SATA VD Red Plus. Процессор S1700 Intel Core i9, мать его, 12900KF. Найс. Оперативная память 32 гига, DDR5 5600, частота. И, конечно же, всю эту махину надо как-то охлаждать. За это отвечает система жидкостного охлаждения Cooler Master Liquid. Материнская плата Gigabyte Z690 Aorus Pro RTL. Ну и финалочка, ребят. Кто меня, может быть, потерял из виду, стримлю я уже давно не на Твиче, а уже как 2 с лишним года, наверное, уже ближе к 3. Стримлю я на Ютубе, на основном канале Hardplay, стримы ежедневные. Вот, также стримлю на площадке Vast TV. Ссылочку также оставлю внизу в описании, там лайв-контент, там может быть у нас просмотр фильмов, еще что-то. Короче, подписывайся на телегу, будешь все в курсе, все знать. Ну и я, наверное, погнал стримить, потому что уже через 10 минут у меня начнется стримчик. Ну а вам желаю, ребят, хорошего настроения и просто, наверное, не болейте. Ну а если настроение плохое, то ты знаешь, где его тебе точно поднимут. Заходите на канал Hardplay, всегда вам рад. Удачи всем, ребят. Спасибо за ваши комментарии. Кстати, такая небольшая, наверное, ремарочка или просьба. В последнее время стало такой хорошей традицией во время стримов друг друга приветствовать. Люди пишут, откуда они, сколько меня смотрят. Давайте мы эту традицию, наверное, закрепим. И в этом видеоролике зайдите, не поленитесь, пожалуйста, в комментариях, напишите, сколько лет вы меня смотрите, либо только начали, может быть, смотреть, ну и с какого города вы меня смотрите, с какой страны, города. Я думаю, что очень многие будут удивлены, потому что, может быть, даже найдут себе новых друзей. Я очень рад, что у нас на канале находят и свои вторые половины. Это здорово. Так что удачи, берегите себя. Встретимся на наших видеороликах и стримах. Пока-пока.